Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана. Сьогодні буде цікаве дуже видео, скорее мотивационное, чем полезное, немножко развлекательное. Мы увидим мой сад. Съемки архивные покажу ровно 5 лет назад, июнь месяц. Видео будет не длинное, но просто можно будет посмотреть, как изменился сад ровно за 5 лет. Идемте, будет интересно сравнить, посмотреть и узнать видео до и после. Приглашаю вас на прогулку в прошлое. Так выглядит мой сад 23 мая 2025 года. Мия сидит, сторожит по центру газона. А именно так это было в июне, начале 2020 года. 2020. Я вам рассказывала, что все клумбы я начинала первые свои делать от входа в дом, чтобы поближе и на глазах было. На видео видно, нам там песок, щебень привезли. А вот так выглядит сейчас моя маленькая круглая клумба. Даже без роз она очень привлекательная. Тюльпаны скоро буду убирать. А вот такая она летом красивая, пышная. Хочу сказать, что почему я начинала с петуний из бархатцев. Это самые простые цветы, которые я могла посадить у себя на участке. Из семян выращивала их. А сейчас вот такая красота у нас совсем скоро ждет. Вон мои бархатцы, петуньи. Она у меня была то квадратная, то круглая. И я очень радовалась своей первой розе. Вот этой. Среди бурьянов она росла. У меня был какой-то оптимизм и большая вера в то, что у меня обязательно получится мой большой красивый сад. Вот это ива Хакура Нишики на маленьком штамбе. Сейчас я вам покажу, какая она была 5 лет назад. Покупала я ее кустиком. Убрала все нижние веточки. К сожалению, веточка, центральный побег был уже пристрижен в питомнике, и у меня получился небольшой штамп. Покупала я ее в марте месяце, и она вот так вот не распушилась. Выглядела, видите, посредине поля растет. Ну, как бы я шагами отмерила от забора. Забор мы уже там начали ставить. И поняла, что где-то тут у меня будет стоять моя лавочка и украшать эту зону маленькая на ножке ива Хакура Нишики. Вот это. Я ее каждый год просто стригу теперь и больше ничего не делаю. А эта зона выглядит вот так. Майя, ну давай, показывай, проходи, как выглядит наш сад. Сегодня зацвели рододендроны, очень красиво в саду. И вот эта пихта, которую мы сейчас увидим 5 лет назад. Вон она. Я вам рассказывала, что она покупалась совсем малюсенькой. Где-то сантиметров 80. И посреди поля я ее посадила. А так сад выглядит летом. Это прошлое лето. Эта зона выглядит вот так нарядно и празднично. Даже и без роз. Розы вот-вот зацветут. На маленькой круглой клумбе розы, сорта такие посаженные, не цветут немножко позже. Ну а если мы повернем голову налево, мы увидим вот эту клумбу. Сейчас буду показывать ее архивные видео. Какая была у меня Стив Випер, вот этот красивый лиственница. Вот мы проходим. Что мы видим? Моя круглая клумба. И он там такая маленькая палочка. Это
Стив Випер мой таким был посажен штамбиком. Это сейчас она уже на арку у меня повернута, распушилась, сформировалась, очень красивая стала и привлекательная. И появилось много у нее соседей, разных хвойных растений, гортензий. Большая новогодняя елка появилась, розовый круг. А тогда это было совсем ничего. Вот так. И я решила сеять тут газон, чтобы как-то пусто не было. Это был июнь месяц. Надо было раньше, конечно, в апреле, где-то в мае. Но газон, на удивление, получился и растет до сих пор. А сейчас я вам покажу именно с этого ракурса мои туи. Вы часто спрашиваете, какие узенькие, высокие туи. Это туя колумна. Сегодня так красиво было, немножко пасмурно. Вот они, сантиметров 40, их даже не видно. Высажены из горшков. Земля у нас такая совсем никакая, я скажу вам. И я кусочек такой от бурьянов откопала, раскопала, посадила там 2 или 3 куста бабушкиных пионов. И вот эти, это уже, кстати, спустя месяц немножко они так подросшие. И мы докупили вон уже смарагды. Я вам рассказывала, они были выше. А сейчас, если сравнить по видео, колумна выше ростом. Это быстро растущая, очень хорошая туя. Ну и вот если мы пройдем мимо елочки Ауреа спиката, уже она красивая становится, и поднимем голову вверх, мы видим, что колумна намного быстрее растет. Туя такая очень перспективная, хорошая. Обратите на нее внимание, если вам надо узкую зону сада украсить. Тут у меня сейчас растут и гортензии уже. Вот-вот пионы распустятся. Я хожу каждое утро, заглядываю. Так, Эва там впереди бежит. А вот так это место будет выглядеть буквально через месяц. В конце июня расцветут мои гортензии. Пионы, видите, уже отцвели, тут обрезаны они. А гортензии каждый сорт набирает, кто чуть раньше, кто чуть позже, цвет. И очень красиво. Вот Ауреа спиката прошлым летом. Вот эта зона сейчас. У нас немножко попрохладнело опять, но ждем большой жары. Я жду цветения пионов, честно говоря. Ну а сейчас мы пройдем туда, в сторону большого розового круга, мимо вот этих кипарисовиков, и увидим, как выглядели мои туи Ауреа пирамидалис. Видите, они меньше ростом, чем смарагды. Вначале я купила 2 туи, тут их 2 видно, а потом уже позже 3 посадили. А это место, где у меня арка и кокон стоит, качеля такая. Сегодня мы проверяли в очередной раз полив, так и не удалось нам поменять. Все-таки дождеватели хотела поменять в этом году, но еще время есть. А так этот круг выглядит летом. Совсем скоро розы зацветут, надеюсь. На некоторых я уже увидела бутоны, то есть не все так плачевно, как я себе предполагала. Цветение будет. Первое цветение обычно пышнее и лучше, но в этом году из-за таких поздних заморозков, мне кажется, некоторые розы просто потеряют красоту свою, как в прошлом году было после заморозков. Некрасивые сами цветочки были первые. Ну, а потом мы их удобрили, подкормили, и они стали красивыми. А сейчас я вам покажу что-то очень интересное. Идем в 2020 году по полю, по-моему, и видим маленькие, такие темно-бордовые. Камера не передает, у меня еще телефон такой был слабый. Это все видеоархивные.
Вот эту клумбу, вот та маленькая розочка, это большой букет, их там 3 куста было. Black Baccarat, Black Magic, розы с гипсофилой белой. Ну а это мой дерен Кауза Сатоми, если его кто-то сейчас узнает. Вот та тоненькая веточка, вот это именно он. И эта клумба сейчас выглядит вот так. Рядом хупси моя красивая, большая. А так цвел Кауза Сатоми дерен. Теплица стояла посредине поля. Кстати, видите, розы я уже тогда трубку проложила для полива их. План у меня был четкий, как ухаживать за растениями. Заросшее все. У меня тропинка даже, видите, протоптана. Одна была забава теплица. И я боролась с травой как могла. Тогда триммер первый, помню, косили. Я была безмерно рада, что у меня хоть немножко будет порядок в саду. Ну а сейчас вот это место, заросшее травой 5 лет назад, превратилось в такую, на мой взгляд, очень красивую клумбу. Тут и хвойные растения, и гортензии, и пузыреплодники мои красные, и салатовые. Очень люблю это место тут. Часто вам показываю растения. Скоро тут зацветет пион. К чему я это видео вообще сделала? Даже больше для себя. Такая мотивация, что не сдаваться, не опускать руки. Даже если у вас совсем маленький какой-то кусочек земли, садик, и вы видите вокруг только траву, не опускайте руки. Можно превратить любое место в шикарный цветущий сад. У меня это получилось. Иногда кажется, как мало я сделала, а стоит посмотреть вот такие архивные видео. И тогда можно понять, что можно землю перевернуть за 5 лет. И растения вас будут радовать, вдохновлять, воодушевлять, творить и украшать свою жизнь. Даже можно сказать и так. Все, встретимся в новом следующем видео. Желаю вам удачи в садовых ваших экспериментах. До встречи!